Привет, это снова я, и сегодня мы ответим на вопрос, необходимы ли физические упражнения на кето-диете. Сначала поговорим о похудении. Диета, как в случае со здоровой кето-диетой, отвечает почти за 85% сброшенного веса, а упражнения всего лишь за 15%. Это очень немного, однако физические упражнения весьма полезны для достижения вашей цели. Но они полезны не только для похудения. Во-первых, они улучшают поступление кислорода в мозг, в сердце, да и вообще по всему телу, и это важно. Они уменьшают стресс. Они повышают ваш фитнес, ловкость и подвижность. Ваши показатели, если вы занимаетесь определенным спортом. Четвертое — тонус. Без физических упражнений очень трудно повышать и поддерживать тонус. Пятое, и это один из самых важных пунктов, это преодоление атрофии. У женщин, переживающих менопаузу, вероятно, происходит так называемая атрофия. Это похоже на жир, но на самом деле это потеря мышечной массы. Многие женщины в менопаузе испытывают подобное из-за того, что надпочечники не поддерживают яичники. Если надпочечники работают на пределе и уже устали, то в начале менопаузы происходит всплеск кортизола, который имеет сильное катаболическое действие. Другими словами, разрушает белок в мышцах, особенно в бедрах и ягодицах, и превращает его в жир на животе и пояснице. Поэтому зачастую то, что кажется целлюлитом, на самом деле не целлюлит, а потерянная мышечная масса, белок. И вам придется заниматься физическими упражнениями года 2, чтобы от этого избавиться. Это важно знать, ведь если вы думаете, что это жир, и сидите на диете, вы будете расстраиваться, ведь не будет видимых результатов. И вам придется постоянно и долго тренировать эти мышцы. И поскольку тут задействованы надпочечники, большую роль играет восстановление. При выполнении упражнений учитывается длительность, интенсивность и восстановление. Если у вас проблемы с надпочечниками или началась менопауза, главное, чтобы длительность была очень короткой, интенсивность очень высокой, а восстановление очень длинным. Следует придерживаться этого принципа. Не надо подолгу заниматься на беговой дорожке со средней нагрузкой и коротким восстановлением. Это изменений не даст. Также очень важно не переборщить с тренировками. Очень хорошо будет начать с одной тренировки в неделю, потом дважды в неделю. Не нужно трижды, разве что вы очень быстро восстанавливаетесь. Я хотел поговорить об этом именно здесь. Без упражнений невозможно нарастить мышечную массу. Если хотите добавить мышечной массы, упражнения играют важную роль. Улучшение уровня сахара в крови. Упражнения помогают справиться с инсулинорезистентностью. Тоже плюс. Восьмое, они помогают лучше спать. По себе знаю, после упражнений спится лучше. Девятое, суставы. Гибкость, избавление от ригидности крайне важно. С 25 до 43 лет я сам мало тренировался, и мои суставы стали очень ригидными. Я не уделял внимания упражнениям, и сейчас, в 44 года, упражнения очень помогли повысить гибкость суставов. И это был сарказм, потому что мне 54. Я уже очень давно делаю физические упражнения. Итак, далее, номер 10. Кровообращение. Упражнения помогают крови разносить питательные вещества по всему телу. В почки, печень, мозг, сердце. Это тоже плюс. И, наконец, плюс для сердечно-сосудистой системы. Сердце — это мышца. Если давать ему нагрузку упражнениями, оно будет работать лучше. Знаю, верится с трудом, но многие люди сопротивляются упражнениям. Они их не любят, можно даже сказать, ненавидят. И этим людям я рекомендую заниматься ходьбой. Может, им нравится танцевать, и это тоже подойдет. Туризм — отличное упражнение. И многим людям просто необходим личный тренер, потому что с личным тренером они добьются гораздо большего, чем сами. На этом все. Спасибо за просмотр.